Вот такую армянскую постную гату мичинг мы сегодня приготовили. Традиционно ее готовят на 24-й день Великого Поста, в середину поста. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить постную армянскую гату, которая называется мичинг. Такая гата готовится в середине поста на 24-й день. И чтобы не нарушать традицию, чтобы не нарушать пост, мы будем готовить именно постную гату, которая состоит из самых простых ингредиентов. Это у нас вода, дрожжи, соль, сахар, подсолнечное масло и мука. Это у нас для теста, а для начинки нам понадобятся орехи, изюм, мука, сахар и ванильный сахар и немного растительного масла. И, конечно же, все пропорции я напишу в описании под видео. И хотела еще сказать, что самая интересная часть этой гаты, в начинке ее имеется монета. Мы в конце будем класть туда или монету, или фасоль. И по традиции во время ужина нарезается гата на количество членов семьи и еще плюс один кусок для дома. И кому достанется монета, этот год считается удачным годом для этого человека. И приступаем к приготовлению нашей гаты с тестом, так как тесто еще мы должны оставить на час-полтора для отдыха. Для начала нам нужно будет теплую воду. У нас вода градусов 36-38. Вливаем в миску. Сюда добавим немного сахара, столовую ложку, вот так. Дрожжи, вот так. И перемешиваем. Оставим на 10-15 минут для активации дрожжей. Накроем пленкой и оставим. Посмотрите, как поднялась наша опара. Это означает, что дрожжи хорошо работают, хорошо они уже поднялись. Можно приступать уже к замешиванию теста. Добавляем сахар, перемешиваем. Сюда добавим еще ванильный сахар для аромата. Немного соли, пол чайной ложки. И добавим муку. Нам нужно замесить тесто такое, чтобы оно было мягкое, эластичное, не забитое мукой тесто. Муку мы не все сразу добавляем, а поэтапно. Вот немного добавили, где-то 3-4 столовые ложки. И теперь уже остальную часть муки. И в самом конце будем замешивать тесто растительным маслом. Я вам покажу, какой консистенции у нас должно быть наше тесто. Уже ложкой довольно сложно стало замешивать тесто, поэтому я приступаю к замесу теста руками. Вот так немного мукой вычищаем нашу ложку. Вот так. И будем вымешивать где-то в течение 5 минут наше тесто. Вычищаем вот такие бока от муки. Бока миски, вот так. И вот так вот вымешиваем. Муку я больше добавлять не буду. Мы уже добавим сюда подсолнечное масло. Тоже не все сразу, а вот так вот. Немного добавили, вымешиваем.
Когда уже вымесим эту часть масла, добавим еще немного остальную. И вот такими вот движениями, как отбивающими, так у нас хорошо будет развиваться клейковина, и от этого будет выпечка воздушная, пористая. Еще немного добавим. Вот так. Я вымешивала где-то в течение 5-7 минут вот так вот активно. И смотрите, какое у нас мягкое, эластичное тесто получилось. Видите? Вот такое должно быть тесто. Мы накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре. И обязательно я ставлю крест, чтобы наша выпечка была благословенной. Я всегда делаю такой крест на всю выпечку. Вот так накрываем пленкой. Где-то час-полтора мы оставляем в теплом месте. Так как у нас дома тепло, я оставлю на столе. И пока у нас тесто подходит, мы займемся начинкой. Для начинки нам первым делом нужно немного поджарить грецкие орехи. Когда мы обжариваем орехи, начинка становится более ароматной и более насыщенной. Вот так вот где-то в течение 5-10 минут помешиваем, поджариваем и потом измельчим. Промоем изюм под теплой водой. Так, и оставим на 10 минут для того, чтобы хорошо промылся изюм. Так. Еще немного поджарим орехи. На вот таком, видите, на медленном огне жарим. Поджаренные, уже остывшие орехи мы нарезаем на такие вот квадратики, знаете, не сильно мелко, не сильно крупно. И прям аромат так чувствуется поджаренных орехов. Вот так. Можно, конечно же, еще воспользоваться блендером, но мне нравится вот таким способом, когда будет чувствоваться орехи. Где-то крупнее будут кусочки, где-то мельче. Так еще вкуснее. В конце еще вот так вот проходимся. И уже все. Орехи наши готовы. Пересыпаем в нашу пиалочку. Далее будем уже промывать изюм. Вот так. И вот так высушиваем изюм на бумажном полотенце. Вот так. Приготовим теперь начинку. Для начинки нам понадобится сахар. Пересыпаем в миску. Мука. Вот так. Ванильный сахар. Перемешиваем. Сюда добавим орехи. Вот так. Промытый и высушенный изюм. Так. Видите, вот такая вот у нас начинка получается. И добавляем подсолнечное масло без запаха. И вот так перемешиваем, у нас получается вот такая начинка
называется хорис. Только обычно мы хорис готовим на топленом масле или на сливочном, а во время поста мы приготовим вот на растительном масле или на оливковом тоже можно. На любом масле, которое вы предпочитаете, которое вы любите. Все, начинка наша готова. Ждем, пока поднимется тесто, и приступим к нашей выпечке, к нашей гате. Смотрите, как поднялось наше тесто. Вот так, смотрите, какие у нас пузырьки, какое воздушное тесто. Сейчас мы будем перекладывать. Пришла моя помощница Ани и будет помогать нам делать традиционную нашу постную гату. Вот так, смотрите, сколько пузырьков, какое удачное тесто. Вот так. Мы будем перекладывать тесто на коврик, подсыпем немного муки. И хочу сказать, что я взвесила 700 грамм муки, и видите, вот столько муки у нас осталось. Тут где-то граммов 50-70 муки осталось. Так. И будем формировать гату. И вместо монеты я всегда кладу фасоль. Монету я не кладу. Мы уже приготовили фасоль, и Аня будет своими руками класть. Немного подсыпем сюда мукой. Так, расправляем. Скалка нам не понадобится. Сейчас я это уберу, и чтобы удобно было раскладывать тесто. Вот так. Руками вот так вот нежно-нежно раскрываем тесто наше. Тесто получилось мягкое, а не меря кому-то. Вот так. Распределяем сюда нашу начинку хорис. И хочу показать, как мы проверяем готовность хориса. Смотрите. Когда мы вот так вот собираем, вот такой вот должен быть комок. Прижимаем, и рассыпчатое становится. Это означает, что хорис правильный. Вот так перекладываем сюда. Так. Они тыряю фасольку сюда. Видите, вот такая у нас фасолька. Вот так. Мы прячем фасоль. Кому достанется, тому и удача будет сопутствовать в течение года. Вот так. Немножко раскрываем. И собираем в круглую гату. Вот так. Потихонечку. Краюшки собираем к середине. Вот так. Со всех сторон вот так собираем. Угу. Прищипываем. Вот так. Переложим наш вот такой вот колобок, нашу гату на пергаментную бумагу. Вот так аккуратненько, очень-очень аккуратно перекладываем швом вниз на бумагу. И руками немного подсыпем мукой, потому что тесто у нас воздушное, мягкое. И вот так руками раскрываем нашу гату. Вот так. Очень много пузырьков. Формируем такой вот круг.
И теперь, так как обычно мы на гато смазываем желток и потом украшаем. Так как у нас постная гата, мы желтком не можем смазывать, мы будем использовать подсолнечное масло. Мы берем кисточкой и вот так вот смазываем. Вот так аккуратненько смазываем на поверхность подсолнечным маслом. В дальнейшем нам нужно будет красиво украсить. И как раз масло даст орехам и кунжуту хорошо прихватиться. Знаете, чтобы хорошо схватились они. Вот так. Смазываем. Немного сделаем форму солнца. Вот так вот прищипываем. Вот так. Смотрите, аж пузырьки. Очень много пузырьков. Вот так. Вот так вот мы делаем. Смотрите, вот так. С одной стороны и с другой стороны. И вот с этой стороны. Нужно вот так вот сделать. Я переложила гату на противень. Сейчас еще немного смажу маслом. И они будут украшать орехами. Ани, можешь вот сюда вот класть вот так вот орешки по краюшку. Вот так. Апрес. На. Молодец. И немножко прижимаем. Вот так по кругу мы кладем орехи. Потом я сейчас возьму кунжут и сформируем кунжутом в виде креста, знаете, вот так вот по центру. Сейчас закончим с орешками, а потом будем делать с кунжутом. Вот так. Какая красота получается. А примахчикас. Угу. Молодец. Видишь, как получается хорошо. Стехтыш. Вот так намечаем вилочкой, как в виде креста. И по этим наметкам будем сыпать сюда кунжут. Вот так. Это вот такое вот традиционное украшение. Теперь с этой стороны. Так. Когда испечется гата, нам нужно еще будет в конце полить немного медом для блеска. А если мед нельзя, то можно приготовить сироп из воды и сахара. Вот так у нас получилось, посмотрите. И делаем вот такие вот вилками, прокалываем для того, чтобы выходил воздух во время выпечки. Можно еще вот такие вот узоры сделать. Вот так. Это кто как любит. По красоте вот так вот. И оставляем вот в таком виде на 20 минут для расстойки. За это время мы прогреваем хорошо духовку, потому что выпечку гато нужно обязательно отправлять именно в разогретую духовку. Я включила на 180 градусов. Подождем 20 минут и будем выпекать. Вот так. И все, прошло 20 минут. Мы отправляем в заранее разогретую духовку. У нас режим вверх-вниз на средний уровень, 180 градусов, где-то на 30-35 минут до золотистой корочки. Друзья, гата уже готова. Мы в горячем виде смазываем медом. Окном кезяны? Ага.
Я тебе помогу. Давай, вот так вот. Сентперне. Держи вот так вот. И распределяем. Они будут распределять медом, а я буду вот так вот кисточкой смазывать вокруг ореха, вокруг кунжута, так, чтобы полностью все пропиталось нашим медом ароматным. И несмотря на то, что у нас гата состоит из самых простых ингредиентов, она получается очень вкусной, очень мягкой и ароматной. И хотела спросить у вас, пробовали ли вы такую гату? И знали ли вы о такой традиции мичинга? Напишите в комментариях. Ага, вот так вот, смотрите, у нас получилось. Такая красота. Сегодня разрезать мы эту гату не будем, так как мы будем нести эту гату к нашим друзьям и близким, куда мы приглашены. Поэтому пробуйте, друзья, готовьте. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. Вот так. Такая красота. А примахчика, сокнетир мамайн, а? Ты мне очень помогла. Спасибо тебе. Еще вот тут вот немного.